Наверное, несколько слов сначала нужно сказать про сам спектакль, про его идею, про про душу спектакля. Это драматический спектакль, то есть это не набор каких-то концертных представлений в виде танцев, в виде каких-то фокусов, номеров. Нет, это драматический спектакль, но отличается он от остальных тем, что у этого спектакля нет слов. То есть драматическая составляющая без драматической составляющей, скажем так. В этом, наверное, заключалась вся сложность постановки, и для актеров, перед актерами стояла такая непростая и интересная, на мой взгляд, задача выразить драматургию этой истории, не произнося ни единого слова. Это взгляд, это жест. При этом мы ставили перед собой такую задачу с командой, чтобы, несмотря на то, что слова не произносятся, чтобы история читалась. В данной сцене, которую мы сейчас наблюдаем, мы эту сцену называем черно-белая сцена. Скорее, это во-первых, середина спектакля, это такой драматический поворот внутри сюжета. Сюжет, когда тот момент, когда главный герой начинает сталкиваться с каким-то неизбежным, с трагической составляющей человеческой жизни. В данной сцене его одолевают воспоминания о его семье, об отце, о матери. У него есть вот детские впечатления, ощущения от дома, которого уже нет. Он вспоминает. Мы специально здесь не акцентируем внимание зрителя на том, что произошло. Отец ушел из семьи или он ушел физически, то есть он умер. Это непонятно, также причина ухода отца, она тоже не раскрывается, это сделано намеренно. Это такое чувство, наверное, знакомое каждому ребенку, который нам хотелось передать, что есть какое-то впечатление, яркое пятно из детства, отеческого дома, которое в сознании начинает растворяться, ломаться. Причину объяснения этому найти очень сложно. Была семья, было все хорошо. Потом по каким-то совершенно непонятным космическим причинам все стало разрушаться. Может быть, от того, что герой стал расти. Вот в данной сцене главный герой наблюдает за своими родителями, как бы со стороны, при этом является участником этих же воспоминаний. Он что-то пытается повторить, что-то пытается перемотать, вернуть. У него это получается ли, можно, конечно, понять по следующим сценам спектакля. Эта сцена, с одной стороны, общение бессловесное двух людей, любящих друг друга, а с другой стороны, по форме хотелось добиться какого-то танца от этой сцены, какой-то графичности, поэтому мы ее подаем в видеоверсии в черно-белом варианте, в графическом таком варианте. Как-то так. Это момент, когда герою хотелось бы вернуться в дом, вернуть свою семью, но, наверное, в контексте данной истории это совершенно невозможно. Он просто вот как художник заключает в эти рамки, в которых происходит действие сцены, эти воспоминания, хранит их в своем сердце и отправляется в свое дальнейшее путешествие.